Приветствую! Ночью 11 октября случился самый масштабный дамп крипторынка за всю историю индустрии. Цена биткоина снизилась всего на 13%, эфира на 15%, вот альткоины в моменте потеряли до 80% стоимости за несколько минут. Такие резкие сквизы вынесли огромное количество лонгов и было ликвидировано более 1 миллиона 600 тысяч трейдеров. Общая сумма ликвидаций превысила 19 миллиардов долларов. Это был крупнейший в истории вынос маржинальных трейдеров, в том числе копи-трейдеров. Естественно, это коснулось и нас, и в этом видео я хочу рассказать, как наши модели пережили этот крах и как мы будем двигаться дальше. Очень важный момент. В то время, когда цены за секунды падали и опускались на 30-50%, большинство бирж отрабатывало с серьезными проблемами по API. Gate полностью разорвал коннект. По Bybit были серьезные ошибки и разрывы, но он работал. Binance работал лучше всех, что касается соединения с серверами. Так как мы не используем лимитные ордера, все заявки на покупку и продажу выполнялись моментально и без ошибок, что позволило непрерывно торговать в течение 2 часов. Ордера открывались и закрывались за доли секунды. Наши серверы отлично выдержали нагрузку. Алгоритмами было произведено более 800 сделок. Начнем с разбора алгоритма, который не просто пережил дамп, а смог сделать X2 к депозиту. Это модель Orion, которая на данный момент находится на стадии тестирования и является одной из самых доходных на дистанции 5 лет и самая лучшая из фьючерсных по соотношению риска к прибыли и максимальной просадке. Результат за ночь падения составил плюс 103% к депозиту. Давайте посмотрим сделки, которые он торговал и с какой прибылью. Всего было проторговано 200 позиций. Как вы видите, сделки совершались за несколько секунд, и алгоритм начинал входить в позиции сразу после скока монет, собирая мелкую прибыль по ходу роста цен. Некоторые позиции проскальзывали и закрывались в убыток. В самом конце мной было принято решение выключить все алгоритмы и остановиться на том, что есть, когда я увидел, что потенциал отскока рынка исчерпался. Это было сложным решением, так как много позиций закрылось с убытком, и после этого цены снова пошли вверх. Мое решение основывалось на том, что лучше остаться с такой прибылью сейчас, чем с непонятно какой в будущем, так как я не занимаюсь лудоманией, а соблюдаю риски и стараюсь принимать систематические решения. Далее алгоритм Vega, который тоже закрылся в плюс на 35% к депозиту. Было проторговано 202 позиции, и он начал ловить отскоки еще до полного погружения, после чего идеально определил дно рынка и также стал заходить в позиции и по чуть-чуть короткими тейками забирать профиты. И так как у него и у Ориона не было глубоких стопов, они вышли из этой ситуации с плюсом. В конце также мы вышли из позиции руками, так как видели большое количество алертов и ошибок по соединению с биржей. Плюс повисла неопределенность будущего движения рынка. Решили остаться с той прибылью и теми убытками, которые были на тот момент. Далее идут алгоритмы, которые получили большие просадки, и начнем с main алгоритма на всех 4 биржах. Gate просто разорвал коннекты, и там случилось 2 стопа и 2 ликвидации, вследствие чего аккаунт получил минус 64% от депозита. Main на Binance также размотало огромными проскальзываниями, но так как мы его не останавливали, он отторговал небольшую часть, но все равно потерял минус 53% от депозита. Main на OKX также получил серию стопов и разорвал коннекты, в результате чего потери составили минус 47% от депозита. Main на Bybit словил много стопов подряд, но потом часть отторговал и в итоге остался с убытком в минус 44% от депозита. Недавно представленный алгоритм Polaris на Binance словил одну ликвидацию позиции, взял несколько небольших тейков и стопов и в результате потерял минус 40% от депозита. Polaris на Bybit получил обрыв коннектов, 2 ликвидации и потерял минус 97% от депозита, то есть полностью обнулился. Спотовый Polaris на Binance получил всего 1 стоп, взял пару тейков и отделался просадкой в минус 6,5% от депозита.
Напомню, что спотовый Polaris является самым безопасным и самым прибыльным алгоритмом без плеча, и на примере данной ситуации это подтвердилось. Тестовый алгоритм Nova слишком высоко вошел в сделки и также получил ликвидации, потеряв 97% от депозита. В итоге, учитывая также личные алгоритмы с разными степенями риска и тестовые модели, которые отчасти подстраховали меня, я потерял около 30% от всех своих средств, что эквивалентно примерно 14 тысячам долларов. То, что произошло на рынке, является настоящей катастрофой, и такие глубокие быстрые падения монет с крупной капитализацией случились впервые в истории. Все происходило так быстро, что принимать решение в моменте было как выбирать между плохим и очень плохим вариантом. Так как я примерно понимал, как будут вести себя алгоритмы, исходя из реалистичных бэктестов, я дал им торговать, что позволило частично компенсировать потери и показало в очередной раз, как важна диверсификация на разные модели и биржи. Я и подписчики потеряли большую часть депозитов, но мы остались в рынке, произвели ребалансировку средств и перезапустились. Сейчас работаем в штатном режиме. Чтобы торговать все потери, нам потребуется сделать более плюс 150% к общей сумме, но так как мы уже делали плюс 170%, вполне вероятно, что сделаем еще столько же или даже больше. Покажет время и рынок. А я, как всегда, остаюсь на связи и демонстрирую вам живую торговлю. Все сделки и статистика в открытом публичном дневнике, можете зайти и проверить все наши позиции. Желаю вам профитов, они нам очень пригодятся, и до встречи!